Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях делегат нашего международного экономического форума «Россия и исламский мир». Это наш гость из Боснии и Герцеговины Джавад Галяшевич, директор Центра международного права и борьбы с терроризмом. Здравствуйте, большое спасибо, что вы нашли время и пришли к нам в гости. Hvala vama na gostoprimstvu, na lijepim riječima i na ovoj najvećoj međunarodnoj konferenciji na kojoj se susreću i diskutuju, komuniciraju dva svijeta, ruski i islamski svijet. Mogao sam steći mnoge korisne uvide i obratiti se. Imao sam priliku da se i obratim na ovoj konferenciji na temu vojno-strategijskih i geopolitičkih implikacija i uopšte djelovanja i saradnje između organizacije za islamsku saradnju i Rusije u istorijskoj i aktualnoj perspektivi. Dakle, hvala vam na ovoj prilici da upoznam Kazanj, da upoznam Tatarstan, da dođem u veliki, lijepi grad iz koga je predsjednik Tatarstana, Reis Minihanov, dolazio već u Bosnu i Hercegovinu i time nas zadužio, bio je primljen na najvišem nivou, već tada nam je dao određene uvide. Dakle, ovdje, ono što mene zanima, dakle, kad govorimo o i poslu koji vi radite i obavezama koje imate, koje su izuzetno važne i najvažnije, zaštita djece je u stvari zaštita budućnosti države. Koliko su djeca u Rusiji zaštićena? Ja sam vidio mnoge diskusije omladinskih foruma islamskih zemalja i Rusije na ovoj konferenciji. Čuo sam i te političke stavove i opis prilika, ali me zanima u kontekstu jednog događaja koji se ovih dana desio nama na Balkanu. Dakle, u Srbiji je došlo do masovnog ubistva iza koga su stojali prvo jedno dijete od 13 godina, a zatim jedan omladinac u Mladenovcu od 21 godinu. Kako se to desilo u Kazanju prije 2-3 godine? Podsjetilo me na taj događaj. Dakle, šta se može uraditi da se zaštite djeca od ovakvih događaja? Значит, во-первых, я хочу вас поблагодарить за гостеприимство, за теплый прием. У меня была возможность принять участие в Международном экономическом форуме «Россия и исламский мир», где я выступала на тему военно-геополитическое влияние, давал свое мнение в этом контексте. И тоже у меня была возможность там послушать, посмотреть. Были в том числе площадки молодежные, которые затрагивали в том числе и политические темы, конечно, в рамках вот этого форума «Россия и исламский мир». Когда говорим о вашей работе, которая играет существенную роль, защита детей, потому что дети это самое главное. Хотелось бы задать такой вопрос. Во-первых, отметить, что недавно у нас произошла трагедия в Сербии. Произошли 2 такие массовые убийства. В первом случае ребенок 13-летний, он убил своих одноклассников. А второй случай, где подросток, которому было 21 год, он тоже совершил похожее преступление. Можете сказать, как надо проводить профилактику, чтобы не доводить до таких ситуаций, и сравнить это событие с тем событием, с которым вы столкнулись в Казани несколько лет назад? Да, это очень сложный вопрос. И здесь наша общая боль. Примите, пожалуйста, соболезнования в связи с этими событиями, потому что мы воспринимаем потерю каждого ребенка как своего собственного. И всегда, когда такое происходит, мы задаем себе вопрос, а что мы сделали не так, и что нужно для того, чтобы предотвратить дальнейшее в будущем. И, к сожалению, здесь очень таким ярким, но в то же самое время страшным примером является история с Колумбайном, которая породила начало серии этих массовых расстрелов. И в Америке это происходит почти что каждый день в США. Это совокупность факторов. Во-первых, отсутствие цели у наших детей, у молодежи, то есть к чему, куда они идут. И когда у них нет цели, когда государство не поддерживает их в развитии каких-то своих собственных важных дел, то
как и вода, которая всегда найдет выход, детская энергия находит обязательно возможность для самовыражения, для того, чтобы свои лидерские качества показать. И если в позитиве, в конструктиве нельзя проявиться, нет возможности, или ребенок эту возможность не видит, то тогда он проявляется в деструктиве, в разрушении, для того, чтобы стать за 1 час, за 1 минуту героем на весь мир. Пусть после этого вся будет сломана жизнь у него, пусть потеряют жизнь близкие, потому что, как правило, приходят в свою школу, к своим друзьям, к своим одноклассникам. И это, конечно, очень страшно, потому что на самом деле это такое, в том числе и самоубийство, потому что ребенок почти всегда понимает, что на этом его жизнь закончится. Также я думаю о том, что если будет тотальная занятость детей, как это было раньше у нас в Советском Союзе, когда были кружки, был массовый спорт, у ребенка не должно быть вообще времени думать об убийстве и о насилии. Когда ребенок имеет возможность энергию свою приложить на что-то доброе, то он не прикладывает на плохое. И, конечно же, мы должны показывать нашим детям тех героев, на которых они должны ориентироваться. Не только героев прошлого, да, великих людей, которые там, Великая Отечественная война, там, предыдущие какие-то годы нашей истории, но и те герои, которые есть сегодня, их ровесники. И это большой пробел, в том числе со стороны государства, что очень много передач, очень много контента в интернете, но нет информации о том, что кто-то спас жизнь, не убил, а спас, кто-то пожертвовал там, деньги на то, чтобы кому-то помочь, кто-то стал каким-то великим ученым, великим спортсменом. Вот этого, к сожалению, не хватает. Там, у нас есть дети, например, которые в возрасте 10 лет, в возрасте 13 лет спасли кого-то из огня, тонущих. Один мальчик защищал маму, когда на нее напал бандит с ножом, и остался инвалидом, но маму спас, ее жизнь он спас. Где эти герои? Нам нужно делать фильмы, нам нужно делать про них передачи, нам нужно показывать. И тогда дети, которые впитывают как губка эту информацию, будут следовать за ними. А когда нет таких положительных примеров, они впитывают отрицательные и повторяют. Ну, так устроен человек. Поэтому мы можем говорить очень много о повышении безопасности в школе. Я считаю, что да, это нужно делать, но только на это опираться неправильно. Можно убить голыми руками, если ты захочешь. Просто без оружия, даже без холодного оружия. Если ты хочешь разрушать, ты будешь разрушать. А мы должны наших детей так воспитывать, чтобы им хотелось созидать, чтобы им хотелось сделать мир вокруг себя лучше. И это не такая простая задача, как кажется. Odlično. Razumio sam taj stručni i specifični balans između društvenog djelovanja, vaspitanja i obrazovanja, bezbjednosnih mjera i sankcione politike. Dakle, na zapadu je ovo svakodnevna pojava, ubistva djece su svakodnevna pojava. Sjećam se 2011. godine Anders Breivik je u Oslu digao u vazduh 7 mladih ljudi, a onda otišao na ostrvo u Toja i tamo ubio još 69 ljudi. Osuđen je samo na 21 godinu zatvora, ubio je 77-8 ljudi, osuđen je samo na 21 godinu i ovih dana zatražio je da mu se ta kazna ublaži i pretvori u uslovnu kaznu. Kako u Rusiji razumiju ovakve događaje, ovakve pojave, kako ih sankcionišu i na koji način ih tretiraju? U Srbiji smo čuli sa zvaničnih mjesta da to nazivaju i terorizmom, terorističkim aktom. Dakle, kakav je stav ruskog zakonodavstva u ovoj oblasti nakon ovakvih događaja? Он привел пример по поводу массового убийства Брейвиком, в результате которого он был 71 человека, он получил 21 год тюрьмы. На днях он попросил, чтобы они как-то вот это все уменьшили, срок. Вот как в России относятся к таким, да, массовым, вот, к таким преступлениям, как законодательство это наказывает. Он сказал, что в Сербии он услышал, что это называли и терроризмом, то есть что это как бы рассматривают и как террористический акт. Вот, и спрашивает, как Россия вот это с законодательной стороны, как она решает такие случаи, какое отношение. Да, ну конечно же здесь
каждом случае происходит тщательное расследование, в том числе на предмет участия в группах терроризма. И здесь, кстати, очень большое значение имеют и компьютерные игры, которые вот это террористическое мышление насаждают. И уже доказано, что все убийцы, которые в России действовали, они были зависимы от этих компьютерных игр. Это тоже фактор такой, достаточно тревожный, потому что очень много детей, и молодежи, и вообще взрослых людей сидят в этих шутерах, да, вот эти так называемые стрелялки. И кто-то поиграл и пошел делать свои дела, а кто-то, впадая в эту зависимость, уже не различает, где жизнь, где игра, и создается ощущение, что, продолжая эту игру, они берут оружие и совершают свои страшные деяния. У нас пожизненное заключение в случае вот такого массового расстрела. Я считаю, что то, что у Брейвика 21 год всего, это очень лояльное законодательство. Более того, я категорически не поддерживаю вообще эту политику, что Брейвику разрешают писать книги, он уже стал самым настоящим героем, и более того, у него есть возможность получать доход с продажи этих книг. Я считаю, что это неприемлемо, и как уполномоченный по правам ребенка я выступила с инициативой о введении уголовной ответственности в России за пропаганду преступников и преступлений, чтобы не было передач, чтобы не было интервью, чтобы у них не было возможности выпускать книги, чтобы никто не посмел зарабатывать на преступлениях, но самое главное, чтобы не было пропаганды этого как способа прославиться. Более того, если бы средства массовой информации не прорабатывали каждую деталь под микроскопом этих преступлений, я уверена в том, что их было бы меньше. Потому что, рассказывая об этом, СМИ тоже невольно являются участниками этого процесса, они тоже пропагандируют. Поэтому здесь, например, упоминая о том, что мы не говорим о том, что нужна цензура и мы должны скрывать информацию, да. Но не должны упоминаться их данные, имя, фамилия, фотографии не должны показываться, для того, чтобы это не было славой. Потому что многие из них, практически все, когда идут на это преступление, они понимают, что их, скорее всего, убьют. Либо они покончат жизнь самоубийством, когда совершат массовое убийство. Но мысль, что даже посмертно они станут героями, двигает их на этот шаг. Поэтому если придать забвению имя, фамилию, то это тоже хороший способ борьбы с этим терроризмом. Я вообще считаю, что за такие преступления нужна смертная казнь. У нас в России сейчас мораторий на смертную казнь, но для террористов, для педофилов, которые рецидивисты, убивают детей, которые совершают другие страшные преступления против детей, нужна смертная казнь. Rusija je izvukla pouku i vi ste bez sumnje kao velika država i veliko društvo u stvari pokazali na najbolji način kako iz ružnih događaja izvući pouku u cilju zaštite i pomoći djece. Ja naravno pamtim 2004. godinu i talačku krizu u Beslamu, teroristički akti, 300 mrtve djece, 400 mrtvih lica. Dakle, Rusija je od tada poduzela mnoge važne društvene korake, pa i zakonske korake koji bi to spriječili, zaštitila djecu. Dakle, ovdje se vidi zaštita djece i ja želim to iskustvo da ponesem sa sobom u zemlju iz koje dolazim. Na zapadu je zloupotreba djece gotovo normalna, svakodnevna pojava. Dakle, ne samo ubijanje, nego i zloupotreba, pedofilija, izloženost djeci narkotičkim sredstvima, organizovanom kriminalu, učešće djece u trgovini narkokartela ili drugih vrsta organizovanog kriminala. U Rusiji toga nema i to je očito, dakle, ogromna razlika u položaju djeteta i mogućnostima njegove zloupotrebe. Na koji način se i vaš ured, dakle u Tatarstanu i uopšte ruski zaštitnici djece mogu boriti protiv ovih tendencija i trendova sa zapada, da djeca kao neizgrađeni mladi ljudi tek koji su zavisni od vaspitanja i našeg roditeljskog i onog školsko-obrazovnog i onog opšte društvenog,
Dakle, da sami biraju da li su oni muško, žensko ili šta su. Kako ta priča o rodnoj ravnopravnosti ili nekim slobodama, navodnim slobodama koje su u stvari razaranje porodice i razaranje dječjeg uma. Kako ona prolazi u Rusiji? Kako se boriti protiv toga kad imate protiv sebe tu strašnu propagandnu mašineriju Zapada u promociji upravo ovih политика према дjeci? В России уже есть очень печальный опыт. Она сталкивалась с разными террористическими актами, в результате которых погибло много людей. Но, к счастью, она извлекла, сделала свои выводы и в результате стала проводить соответствующую политику на государственном уровне и в плане законодательства, и по другим направлениям. Вот я хочу как раз набраться этого опыта у вас, его перенести себе в свою страну. Дальше в Европе дети очень сильно вовлечены в разные криминальные деятельности. То есть там в связи с наркотиками тоже они не защищены в плане педофилии. Вот как Россия, в России тоже замечается западная пропаганда западных ценностей, влияние этих ценностей на детей, особенно на тех, которые пока выстраивают свою личность. Как Россия в этом плане противостоит этой пропаганде? Какие шаги предпринимает вот, в данном контексте? Как можно бороться? Вообще все вопросы, которые связаны с воспитанием детей, с тем, чтобы правильный взгляд на жизнь, на мир сформировать, это все, конечно, требует очень большого внимания, очень тщательной проработки, потому что дети не находятся в вакууме. И, конечно, все начинается с семьи. Поэтому для того, чтобы сформировать достойного гражданина и гармоничную личность, нужно работать прежде всего с семьей, с родителями. Потому что можно выпустить много книг, много передач, учить в школе, но когда ребенок приходит домой, он делает не то, что ему говорят, а он повторяет за тем, что делают его родители. Поэтому невозможно разделить воспитание ребенка и всю остальную политику. У нас в школу введены в школьную программу уроки о важном. Это уроки, на которых детям рассказывают очень важные моменты, которые необходимо уяснить вот прямо с 1 класса и по 11 класс. И к формированию этой программы тоже относятся очень серьезно на государственном уровне. И эти уроки проводят известные люди, в том числе молодежь, и блогеры, и какие-то известные звезды, певцы, которых дети знают, которым они доверяют. То есть здесь вот что делать со стороны государства. Дальше, я считаю, очень важно, что в школу официально вернулась функция воспитания, потому что невозможно образовывать, не воспитывая. Да? Что такое вообще воспитание? Это ось питания, то есть питание основы. И образовывать, не воспитывая, это напрасный труд. Поэтому у каждого директора школы теперь есть советник по воспитательной работе. И, конечно, даже если будет 5 советников, невозможно каждого ребенка за руку провести, да, сквозь его там, все мысли, сквозь его жизнь, потому что детей много, слава богу, в России. Но, тем не менее, это вот такие важные моменты внимания государства к детям. И дальше, конечно же, нам нужно еще много-много сделать в этом направлении, но, например, наша информационная политика. Когда доступна информация разрушительная, фейки, то есть то, что не соответствует действительности и про нашу историю, и про наше настоящее, то, что происходит сегодня в стране, и дети в это верят, но и взрослые в это верят. И когда говорят о том, что невозможно закрыть интернет, невозможно это все предотвратить, это неправда, потому что мы знаем о том, что есть технологии, которые из соображений государственной безопасности, то есть наши, вполне способны очистить информационное пространство, ужесточить законодательство по отношению к нарушителям, для того, чтобы каждый нарушитель нес ответственность. Потому что можно, если вы хотите побороть плесень, надо бороться не с плесенью, надо бороться с сыростью. Вот здесь есть над чем работать и говорить о том, что у нас все идеально в этом плане, преждевременно. Хотя мы действительно стараемся, и лично Владимир Владимирович Путин
президент России уделяет большое внимание, в том числе воспитанию детей, вопросам воспитания детей. Он уделяет внимание, например, подготовке специалистов среднего технического профессионального образования и даже дал поручение соответствующее, чтобы у нас было больше представителей рабочих профессий. Это же тоже воспитание, когда нация отвыкла работать руками, да, и все хотят идти получать высшее образование, и все хотят сразу после того, как они получили высшее образование, получать большие деньги. А так не бывает. И вот сегодня в стране нужны рабочие руки. И нам нужно рассказать детям о том, что если ты пойдешь работать на завод, не нужно учиться, во-первых, столько лет, как в университете, а во-вторых, это очень часто зарплата намного больше, чем у человека с высшим образованием. Является это воспитанием? Является. Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов тоже, например, мне, как уполномоченному по правам ребенка, еще ни разу не отказал в тех вопросах системных относительно детей. Все проекты, которыми мы занимаемся, направлены в том числе на воспитание детей. Ну, например, вот у нас под эгидой уполномоченного, ну, то есть под моей, сейчас реализуется 15 проектов. И вот один из самых моих любимых – это «Добрый футбол». Вот что это такое? Это мы детей, подростков из неблагополучных семей, которые либо уже состоят на учете, объединяем, и с ними бесплатно занимаются тренеры, у них формируются команды, и потом каждый год проходит республиканский турнир. Во-первых, в районах турниры проходят, потом республиканский, где они живут в лагере загородном, все вместе. С ними занимаются наставники, с ними занимаются тренеры. На протяжении всего времени их обеспечивают и формой, и бутсами. И потом они побеждают, им выдают кубки, грамоты. То есть это постоянно вовлекаем их в спорт, в такую созидательную деятельность. Мы забираем их с улицы, мы забираем их от мыслей о преступлениях, потому что у них начинается новая жизнь. И вот когда я тоже все это продвигала, развивала, вот смотришь на глаза этих детей, когда приходят они совсем другие, и когда уже они в процессе, это самые лучшие дети на свете. И когда ты вот на это смотришь, то понимаешь, что это происходит не зря. Događaje i informacije, odlična reakcija, dakle, Rusije na događaje jeste, dakle, kako da neutrališete medijske izvještaje i da određene društvene akcije vaspitanja, obrazovanja učinite atraktivnim u medijima. Uticaj društvenih mreža, uticaj medija, dakle, na djecu, oblikovanje njihove svijesti, sve ovo što se dešava, dakle, može da proizvede neke i reakcije koje ne bismo željeli da vidimo. Ja dolazim iz zemlje koju naravno volim kao što vi volite svoju zemlju, ali ne volim što će ovih dana u mojoj zemlji, u Sarajevu, biti održana parada homoseksualizma, što će biti ta gej parada u jednoj sredini koja je 99% muslimanska. Dakle, to poltronstvo, to služenje zapadu, to prihvatanje njihove logike, dakle, i putem društvenih mreža širi lošu poruku i u islamskom svijetu, širi lošu poruku na svim stranama, daje više informacija nego, na primjer, ova dragocjena međunarodna konferencija u Kazanju. Dakle, kako uopšte boriti se protiv uticaja sa društvenih mreža, uticaja iz medija i ovakvih događaja koji se kreiraju da bi mijenjali društvenu svijest, a pogotovo negativno djelovali na djecu. Kazan je jedan od najljepših gradova na ovoj planeti našoj. To je moje novo iskustvo. Istovremeno vidim da je on centar i pravoslavnog hrišćanstva i islama i to vidim na najbolji način ostvarenu komunikaciju između ove dvije velike religije. Kako vaša kancelarija i ove dvije velike važne vjere mogu pomoći u sprečavanju zapadne propagande sa društvenih mreža prema djeci? Ovih dana ja dolazim iz zemlje u kojoj se ovih dana treba da održi 3. ili 4. put po redu parada homoseksualizma, gej parada. Ona šalje loše poruke i djeci, ona djecu uvjerava da je to prirodno, da to može tako, da je to pitanje nekakve
političke odluke ili slično. Dakle, na koji način se boriti protiv toga na društvenim mrežama, u medijima, na koji način spriječiti zapadnu propagandu ovakvih pojava? У меня сложилось впечатление, потому что первый раз в Казани, что Казань самый красивый город в мире. Это мое личное впечатление. Помимо этого, он является, я заметила, что он является центром как православия, так и ислама. И примером прекрасного сожительства этих двух религий в одном месте. Я приезжаю из страны, где, к сожалению, третий или четвертый раз подряд проводится такое мероприятие, как гей-парад. Вот как, на ваш взгляд, как бороться с влиянием в соцсетях, которые распространяют эту пропаганду, показывают вот это все, во-первых. Во-вторых, как противостоять таким попыткам на политическом уровне уже. Вот. И, в принципе, как бороться с такими явлениями, которые приходят со стороны Запада. Я, когда была в других странах, и гуляешь, там, например, по улице Барселоны, и видишь на каждом третьем, на каждом четвертом балконе флаг ЛГБТ. И мы же прекрасно понимаем, что это все проплаченные технологии. Что даже если человек является гомосексуалистом, ну зачем ему вешать на своем балконе этот флаг? Понятно, что это организованная работа. Поэтому здесь мы должны не методом борьбы, да, не только методом противодействия, но и методом распространения своих традиций, своих ценностей и вовлечением детей в настоящее. Вот так мы можем этому противостоять. То есть добром, своей великой душой, да, потому что русский мир — это не только русский народ, это огромное количество народов, которые живут в России и которые разделяют все ценности, которые есть в России. Поэтому искренне верю в то, что в Казани, даже если объявят гей-парад, на него, наверное, никто не выйдет. А если и выйдут, то, наверное, люди, которые получили западное финансирование. И я не исключаю, конечно, что есть какой-то процент людей, которые действительно имеют отклонение. Но вспомним, что до 70-го года Всемирная организация здравоохранения признавала гомосексуализм как психическое заболевание. И лечили именно как психиатры. А сегодня в МКБ-11, международная классификация болезней, согласно Всемирной организации здравоохранения, уже даже педофилия является сексуальным предпочтением. И если педофил не насилует никого, да, не совершает преступления, то он считается, ну, обыкновенным нормальным человеком. И вот вопрос, а по пути ли нам с этими нормами? А по пути ли нам с этими ценностями? И, конечно же, мы должны, во-первых, детей образовывать и объяснять им, почему это происходит. Потому что что такое пропаганда ЛГБТ? Это самый настоящий геноцид нации. То есть это попытка, причем достаточно успешная, по сокращению населения этой страны. И здорово, когда без выстрела единого, без войны можно истребить народ, только пропагандируя ЛГБТ. И наши дети на самом деле очень умные. И если правильно им это рассказывать, то они, я просто знаю, у меня 4 детей, я с ними разговариваю, они слышат. И если каждые родители будут дома разговаривать со своими детьми и объяснять им это, мы не гомофобы, но мы хотим сохранить нашу страну, и мы не хотим, чтобы наших детей одурманили, чтобы их обманули, чтобы вот эти вот ложные ценности, античеловеческие, антиприродные, они впитали. То есть мы постараемся их охранять от этого. Hvala vam, poštovana zaštitnice djece, upravo se tako i ponašate, tako i djelujete. Hvala vam, poštovana Irina, na ovoj jedinstvenoj prilici da vidim još jednu stranu lijepog lica Rusije, da vidim lijepu stranu zajedničkog života i islama i pravoslavnog hrišćanstva, da i kroz političke poruke koje sam razumio na međunarodnoj konferenciji Rusije i islamskog svijeta i kroz razgovor sa vama ostvarim te nove uvide koje mogu prenijeti na najbolji način u zemlji s koje dolazim. Hvala vam još jednom. Да, спасибо вам большое за то, что вы уделили время. Приезжайте в Казань почаще. Мы всегда очень рады гостям и будем с нетерпением вас ждать.
Спасибо за все, что вы делаете для своей страны и для того, чтобы наши страны были ближе.